Привет! Сегодня будет самое интересное видео на моем канале. Сегодня мы заглянем в святая святых огромной диорамы, воспроизводящую Россию в масштабе 1 к 87. Мы познакомимся с технологиями, как делают такие диорамы, какие методы применяют и какие материалы используют, и также посмотрим на промежуточные результаты постройки диорам. Будет очень интересно. Я хочу сказать огромное спасибо администрации Царь-Макета за интересную экскурсию и за возможность посмотреть, как делают такие огромные диорамы, и лично Дмитрию за экскурсию. Ну а сам Царь-Макет находится в Москве, рядом с метро ВДНХ, но не в самом парке. Ссылка будет в описании, и не путайте с макетом Москвы, который как раз находится в самом парке. Это второй зал, здесь будет представлена восточная часть страны, то есть там у нас европейская часть, здесь у нас восточная часть. Перед нами Байкал, заливаем постепенно, то есть он будет на просвет, так же, как вот только что вы видели море. Да, это будет вырезаться. Это будет убираться вообще, и под фанеру будет подшиваться. Ну, там еще надо подсветку сделать, много чего. Здесь самое глубокое место у нас вот здесь вот. Глубина вот приблизительно вот так вот. Да. И бокситки. То есть это по сантиметру по 2 заливалось в день. И оно до сих пор заливается, потому что необходимо больший уровень здесь воды. Вот здесь у нас будет стоять сухой док. Сухой, в смысле, он в воде, но сухой, так называемый. И что еще? Ну, много всего еще предусмотрено, то, что надо доделать. Кругобайкальская железная дорога, там, с паровозом, с вагонами, со всеми делами. Вот стандартный их вокзал, который там. Домики вот эти старинные, заброшенные, не заброшенные, все по-разному. Все сделано полностью. Там бараки. Ну, там, да, там разные строения. Дацаны буддийские, так точно. Шаман-камень. У нас, по-моему, в натуральную уже величину практически получился. У вас, да. Да, там что-то затонувшее побросали, чтобы было интересно и загадочно. А в эту сторону давайте посмотрим. Это у нас Владивосток. Подходите поближе. Вот то, что целлофаном прикрыто, это дно океана. Здесь у нас бассейн на 7 тонн воды. Понятно. Мокрый, соленый, по которой будут ходить суда. Я стараюсь использовать правильную терминологию. Корабли – это военные, суда – это гражданские. У нас будет здесь два… Гидроизоляция вот это все? Да, тут вода наливается, она чистится, она, значит, стекает, верхний слой поверхностный мы собираем, чтобы пыль убрать, потому что на поверхности воды откладывается пыль, и это очень некрасиво смотрится. Да. Плюс есть насос, который добавляет воду, и при этом образуется рябь на воде. То есть у нас получается как живое море. Вокзал Владивостока, прямо в соответствии с вокзалом. Жители Владивостока уже приезжали, уже оценивали. Вот, мы с ними спорили насчет цвета вот того здания. Вот видите, вот такой большой дом жилой. Он называется «Серая лошадь». Она же говорит, серая. Я говорю, ну вот фотки, она вот такого цвета. Ну да, но она же называется «Серая лошадь». Пыльная роза. Как-то вот так. Мост, по мосту будет движение автомобильное, здесь будет движение еще автомобильное, ну и железнодорожное движение определенным образом, ну и корабли еще будут. Сюда ходить, пытаюсь терминологию соблюдать. Вот здесь вот корыто, здесь будет у нас космодром Восточный, полностью будет привозиться ракета, надвигаться там у них передвижной монтажно-испытательный комплекс. Он будет надвигается, ракета в нем ставится, потом он уезжает, и ракета будет немножечко взлетать. Пришлось в полу сверлить отверстие 17 сантиметров, чтобы убрать шток при старте ракеты. Здесь 30 сантиметров, ничего, нормально. Но там небольшое отверстие. И вот посмотрите, я заказала эту модель на одном известном маркетплейсе. И мало того, что набор ко мне пришел через месяц, так еще вот в таком вот безобразном виде. Коробка была обломлена практически посередине, точнее не обломлена, а надломлена. И есть очень рваные места по краям. Ну и мало того, что у меня через месяц пропало вдохновение на сборку этой модели, так теперь у меня вот такая вот безобразная коробочка. И знаете, какой выход есть из таких ситуаций? Теперь я заказываю модели и инструменты только на модельной лавке. Во-первых, у них очень быстрая доставка. И по Москве вы можете получить свой заказ буквально через 2 дня. Оформить доставку вы можете буквально почти на все сервисы, будь то Почта России, СДЭК или пункты выдачи Яндекс. Ну и также вы можете забрать свой заказ в ближайшей пятерочке. У лавки отличная служба поддержки, например,
например, вы можете обнаружить, что в наборе не хватает деталей. И после обращения к менеджерам вам обязательно вышлют эти детали. Лично я давно пользуюсь модельной лавкой. Я уже заказала модели туда и красок, и инструментов более чем на 1 000 000 рублей. А еще благодаря предзаказам вы точно не пропустите горячие новинки. Ну а для первого заказа вы можете применить этот промокод, и вы его всегда найдете в описании к любому из моих видео. Но если вы опытный пользователь лавки, то действует промокод Даша. Он дает тоже небольшую скидочку. Вот эта часть макета в большей степени готова. Вы видите ее, как бы она вот уже. Да, сосны очень здорово. Но здесь, даже здесь уже можно увидеть, как делается макет. Сетка металлическая пришивается, и дальше гипсом делается рельеф. Все это гипсовые горы. Вот речка заливается. То есть вот у нас сейчас. Ну, то есть они не такие тяжелые. То есть вы вот эту вот сетку. Форма, да, но достаточно тяжелая. То есть вот тот лючок его поднимать, конечно, надо здоровечко немножко иметь. Иркутск перед нами раскинулся. Просто вот немножко переместили, пока мешает их оперный театр. Да-да-да, он здесь стоит. Здесь будут Чарские пески с там заброшенным кораблем, с засыпанными домами. Само полотно железнодорожное еще раз тоже импортное? Да, покупное роковское. Полностью. Лак для волос, да. Пробуем песок закрепить. Нужно закрепить так, чтобы барханы создать. Очень сложный момент. Пытаемся, сейчас ищем технологию. То есть это все. ПВА вот этот. Да, вот обратите внимание, кстати, насчет воды. Мы с вами говорили. Да, вот здесь наш мастер сделал вот эту воду. Это эбоксидка. Ага. То есть вот это сверху какую-то форму вы накладывали? Нет, да? Он делал это вручную. Он ее каким-то образом взбивал. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. Здесь у нас спиральные дороги. То есть поезд будет приезжать оттуда, из Красноярска, подниматься, по мосту переезжать, спускаться и там разворачиваться и опять подниматься. Здесь мы видим вторую часть, ну не вторую часть, а продолжение бассейна. Он ограничен стеклом. И здесь будет очень интересный визуальный эффект. Ну, во-первых, зеркало уже дает нам эффект. Сколько мостов вы видите? Добрый день. Вот наш великий художник, который вот эту красоту всю нарисовал. Кусочек Сахалина с мостом. Это Ведьмин мост. В реальности он уже, к сожалению, не действующий, а у нас он действующий. По нему у нас будет поезд ходить. Тоже вот обратите внимание, это для первого зала сделано, где-то в стене мы установим эти картины. Да, то есть это не ну, как бы живая картина. То есть там все внутри модель выполнена, вот и курица, и ощущение плоскости, да. Ну да, объемом, то есть это как бы не плоскость, это объем, это реальный объем, то есть там живые и медведи, и все передается. А вот тоже вода, но это уже как раз с силиконовым составом. Видите, она попачкалась немножко, надо будет отмывать. Это одного из братьев отсюда переставили. Это 3 брата в Петропавловске-Камчатском. 3 скалы, там 3 брата у них. Это Анадырь. Вот там и киты, да. Ну да, кости от китов, в основном медведи. Смелые эти самые, видите, с медведями общаются тут товарищи. Местные жители, да. Ну, какие там местные жители эти, как их, метеорологи, вот. Я хотел слово все искал, умное, правильное. Корабли пока не обращайте внимания, они просто так расставлены здесь, потому что здесь в этой воде будут и в этой воде будут. То есть здесь все корабли собраны сейчас в одном месте. Вот этот корабль, он уже на своем месте, он будет в разрезе, он уже, видите, сделан в разрезе, то есть можно посмотреть, что там происходит внутри. Вы его уже влили, получается? Да, ну нет, он не залит, он просто закреплен, он не сделан. Это уже когда волну верхнюю будем делать. Потом, да? Нет, его под него место просто сделали контур, обвели и выложили пластилином, чтобы он не залился.
Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Да, веселые домики на ножках. Да, да, и веселым цветом покрашены, чтобы там повеселее было. Очень интересная церковь вот эта. Обратите внимание, я, честно сказать, я грани вижу. Первый раз. Нет, здесь интересно вот эти грани. Посмотрите, здесь венцы деревянные в 2 ряда лежат. То есть там вот так вот бревна наложены. Не вот так, как кладется обычный дом, а вот, то есть с простенком, чтобы, ну, там холодно очень. Вот. Дальше начинается Магадан. Какая красивая растительность у вас получилась. Обратите внимание, как переходит рисунок в стену. Вот здесь, видите, практически не видно, где заканчивается скала и начинается уже, картина, даль прекрасная. Классное попадание в цвет. Ну, оно вот с теми же домами. Здесь будет действующий вулкан, будет течь лава. Будет дым, будут там всякие шумы, громы. Это долина гейзеров. Ну, с бульканьем, с водой, с какими-нибудь бяками, которые вот булькать будут, типа какой-то жидкости, не жидкости, силикона, не силикона, но то, что не затвердевает. Еще надо будет доработать и подобрать, но это в процессе вот изготовления. Тоже эбоксидка, все пропитано эбоксидкой, чтобы не промокало, потому что это гипс. Воду он не выдержит. Ну, промазано в несколько слоев, сделан как корыто эбоксидное просто. Здесь вот в процесс изготовления моря. Пока прокрашивается дно, потом будет цветом выделено глубины, где глубже, где, соответственно, цветом выделяется. Здесь тоже дом на колонну надвинут, а с этой стороны вроде как все и хорошо. Да. Ну, Нивы тоже, да. Да, ну, к сожалению, очень мало выпускают в 87-м масштабе японских машинок. А для Владивостока, для Петропавловска, вот это просто вот их надо. Там не может быть столько фордов и мерседесов. Там должны быть косоглазые Тойоты всякие и прочее, и прочее. Да, это живые растения. Вот эти мох стабилизированный искусственно, ну, собственно, естественный, но стабилизированный. А эти настоящие живые, они здесь растут. Вот вода течет постоянно, их мох нарастает, мы это как бы вот, но пока не очень презентабельно выглядит. Но когда нарастет мох, она будет, соответственно, поприкольнее. Да, вот говорю, живность у вас, да. Да, даже пауки завелись. Но это они сами. Осторожно, не споткнитесь здесь. Сейчас я немножечко ходить по воде. Здесь у нас очень красивое место. Да, зима. Полюс холода. Аймикон. Аймикон, так точно. Вот, видите, со снегом. Снег вы из чего делали? Специальный состав для снега. Нет, это специальный состав. Здесь еще подсветка, чтобы он искрился. А вот вы видели на Эльбрусе? Это блесточки, да. Видели, да, он вот в составе есть эти блестки. И на Эльбрусе вы видели, как он искрится. Здесь тоже подсветка есть, но пока это все накрыто, чтобы не дай бог, потому что снег отмыть это будет. Если с этим еще как-то пропылесосить удастся. Сибири, да. Якутские эти ленские столбы. Это сам Якутск. Храмы, все, соответственно. Вот ваша мастерская. Дальше начинается плато Путарана. Место слабоизвестное, но очень красивое. Вот здесь тоже очень красивые водопады сделаны. Из-за того, что туда не доедешь. Ну да, безусловно. Но зато не загаженное. Чистое. Можно подойти поближе вот туда, пройти. Нет, с этой стороны. Здесь проходите. Сверху на него посмотреть можно и опять же увидеть работу с эбоксидкой. Поднимайтесь по ступенькам, не стесняйтесь. А в эту сторону можно увидеть, как делается макет. То есть сначала вы прокладываете какой-то вот черновой слой, прорисовываете, да? Сначала это отрисовывается. Дальше вот у нас есть на 3D модели сделанные, с 3D модели уже сделанные
карты, по которым, согласно которым как мы начинаем, чертежи, да. мы начинаем расставлять что-то, смотреть, как что будет компоноваться, делать дороги. Прокладывается железная дорога. Ну, здесь не проложено, а проложено в туннеле, там, где уже закрыто все. Потом автомобильные дороги делаются, потом уже начинает делаться рельеф, как вот здесь вот видите, то есть еще дороги вот на фанере, но они уже ходовые, по ним уже машинка ездит. А дальше уже то есть рельеф. под ними уже вот этот слой проводов, да? Ну как, все провода, вот стрелки стоят, вот видите, все провода, которые, ну там дальше сейчас увидим, как устроена дорога, там чуть-чуть есть. Вот обратите внимание, вы про эбоксидку спрашивали, вот это вот. Тоже наплывом. Да, вот Михаил делал именно, прям стоял, по часам размешивал там стоял, просто. Вот плато Путарана, как оно, соответственно, с пейзажем вот, прорисовали все. И здесь плавно переходит в норильский депрессивный пейзажик. Осторожнее, здесь лесенка. Вот основная фанера, на нее накладываются дополнительные листы, когда делается, например, озеро. Нам надо. Озеро небольшое, но непрозрачное. Там в основном таким зеленым озера будут. Поэтому потом вы их как-то изолируете и заливаете. Мы их промазываем один раз эбоксидкой, потом еще раз промазываем эбоксидкой. Вот у нас девочки сидят, делают деревья различные. То есть вот елки, потом выясняется, куда эта елка пойдет. В Эмикон, значит, снегом присыпаем. Вот. Деревьев надо очень невообразимое количество сделать. В эту сторону у нас Северомуйский туннель, вот в него въезд. И объездная дорога с чертовым мостом. Какой у нас мост не чертов, я не знаю. В стране набираешь чертов мост, и надо четко указать, в каком месте чертов мост, потому что... Везде страшно, да, по ним вот ездить. Есть деревья, есть нашего изготовления, есть вот эти покупные. Вот. Это вот фирменные деревья китайские, очень хорошего качества сделаны. И доставляют неплохо, да, в целости. Ну, они вот идут, вот в упаковке идет там, 2 или 3 березы вот в такой вот коробочке. Ну, и доезжает хорошо, и вот, что-то было закуплено, что-то изготавливается самостоятельно. Рельеф Ленина вижу, да. Да, мы еще хотим здесь одну шутку сделать, поставить здесь леса и людей, которые колонну выколачивают из скалы, чтобы это Мирный, столица Алмазного края, трубка кимберлитовая. Поскольку Белаза. они уже докопались так, да, здесь будет 2 Белаза. Один проезжать будет туда пустой, нет, туда груженный, а обратно будет проезжать пустой. Это же вы сами их будете делать? Уже сделано. Уже Белазы готовы, уже они обкатаны, уже с Белазами все хорошо. То есть, но там дошло до того, что пришлось на задних колесах дифференциал делать, как у настоящей машины, потому что большого диаметра колеса, и им, чтобы повернуть, надо с разной скоростью крутиться. Если у маленьких машинок там все-таки плечо небольшое, они проскальзывают нормально. Но колеса резина изнашивается, приходится менять резину, менять рулевое, это много всего. И, соответственно, они докопались уже до такой глубины, где нерентабельно поднимать оттуда, и шахтным методом сейчас идет добыча в этом месте, в самом Мирном. Вот показан вариант, как шахтная добыча, всякие эти самые экскаваторы, фигурки, бурилки, экскаваторы, лифты, все, что положено, все изготовлено. Этот пароход, он из Красноярска приплыл к нам случайно, пока там в Красноярске суть до дела. Собственно, как из слоев пластикового клея. Да, там более яркие варианты будут, мы сейчас поближе туда подойдем к ребятам, у них то, что сейчас в работе, вы прямо увидите, как оно формуется и изготавливается. Какой остров зеленый стал, я и не видел. Быстро девчонки работают, молодцы. Музей Ленина, морской речной вокзал, в смысле не морской, какое там море в Красноярске. Вот вокзал Красноярска. Здесь пока подвижной состав не весь переодет. Вот опять Мадимио. Это Евротрейн, есть фирма, которая выпускает вагончики наши. Вот это тоже наши цистерны евротрейновские. Локомотивы пока без ливреи. На них еще надо одеть шкурки.
подходящий. Вот сейчас Мадимио выпустила, мы радостно, значит, перехватываем. Вот здесь 10 рублей лежит не просто так, ну понятно. а потому что вот она. Да. Она находится там немножко по-другому. Ну, вот, видите, да, это очень тонко. ажурность здания. Но это все пластик. Это вот выклеивается из пластика. Много-много слоев. Ну, по сути, как и печать, Здесь примерно похоже. Невьянск. Кусочек будет тоже зима у нас здесь. Ну, пока все работы брошены на ту часть макета, вот, чтобы открыть хотя бы частично первый зал. Здесь вы можете увидеть, как макет из фанеры выходит. Вот уже провода заложены, заклеиваются пластиком, прокладывается тот проводочек, по которому идет рулевое управление. Здесь будет мост. Собственно, мост вон он лежит. Под него надо сформовать опоры. А так вот все это собирается сначала из листов фанеры, потом уже делаются нужные ребра дополнительные, обшивается сеткой. Сетка, ну, вот здесь можно посмотреть. Да, вот оно обшито, нашита сетка на лид-гипс намазан, и, соответственно, гипс формуется. Это у нас были тестовые мероприятия, сотрудники, которые хотели у нас работать, соответственно, они проходили здесь тестирование. Сеточку видно. То есть дается задание, вот кусочек, пожалуйста, изготовьте. Ну, там дорогу проложили, железную дорогу, ну, здесь железки нету, поэтому. А дальше уже начинает формоваться рельеф и контура зданий. Вот мы с вами видели там в Норильске с той стороны за фанерой, соответственно, там уже с той стороны фон уже покрашен здесь. Еще и стена не сделана. Мы как бы, ну, из личного опыта пока двигались, дошли до того, что все-таки не углы должны быть, а плавно переходить. Да. Тогда очень красиво получается и фон рисуется. Да. И нет этого угла, нет резкого перехода. Вот там можно посмотреть, есть одновременно заметила, кстати, и углы, и одновременно, где вот как та полукруглая, вообще идеально смотрится. Здесь у нас мастер-класс проходит для детей. Изготавливают они вот такого плана поделочку, с макет полностью вот собирают вот такого вот плана штуковину. Там иногда с фигурками, иногда без фигурок. То есть вот здесь специально подготавливается им рабочее место. Вот сегодня с утра проходил мастер-класс, они изготавливали такой вот. Ходим к двум вариантам исполнения зданий. Вот это 3D-печать. Так, а это уже пластик, да? Это из пластика собрано. Ну, даже не скажу. Как будто даже из пластика интереснее смотрится. Именно вот фактура. Ну, здесь еще весь вопрос в художнике. То есть здесь уже более опытный человек, который состарил. И, соответственно, здесь сделано как будто это новая вещь, игрушка. Но форма здания передана, и, соответственно... Да, вот эти грани очень сложно передать по-другому. На 3D, да. Здесь купола тоже печатались 3D-шные, здесь без вопросов. А вот это вот режется на фрезеровочном станке. Можно подойти сюда. Получается, у вас вот здесь вот мастерская, да, и она потом отделится как-то... Ну, потом она превратится в аэродром Кольцово. А мастерская переедет немножко подальше, соответственно. Козыречки все, капители колонн, которые еще не готовы, да? Ну, в смысле, они готовы, но не поставлены. Еще не поставлены. Вот. То есть вот эта фактура ребер на крыше, это все выбирается из плоских листов. Либо выклеивается, когда это необходимо, то есть тонкими полосками, либо и собирается бутерброд, вот, стенка здания уже где-то вот, с 1,5-2 сантиметра толщиной. Да, на фрезеровочных станках. Вот. Немножко окошечек. Каждое надо застеклить, зашторить и приклеить туда. И, вот, и это еще не очень большой домик, да? Это не Москва-Сити. Не, но Москва-Сити там другие технологии использовались.
Не очень-очень кропотливая, сложная работа. Специалисты сидят, Да. 3D-моделируют, потом вот на этом режется. Вырезается. Да, соответственно, пластами. И дальше бутерброд собирается. Либо печатается на станке и, соответственно, ну, на принтере, в смысле. Вот колонны, это видите? принтер. Да, это на 3D. То есть она добавляется, снизу колонна. То есть у вас кто-то разрабатывает эту модель, да? Ну да, вот кто-то, вот эти кто-то. То есть прямо, ну, как в программе, вот Ну, прямо Да-да-да. прям вот. добавляете все эти слои, да. Вот и, соответственно, получается такая красота. Потом ее еще надо склеить, потом ее еще надо загрунтовать, потом еще надо покрасить, потом надо затонировать. И работа над... А это мы собираем, у нас коллега, который печатает вот на 3D принтере, у него что-то не получается, он пытается их выбросить, мы не отбираем, потом сделаем какой-нибудь мощный храм. Там уже Понятно, да. набирается У много. меня самой не с первого раза что-то А вот, получается. кстати, из Мадимио вот коллега сделал из одного паровоза паровоз другого типа. Они по колесной формуле одинаковые, а по оборудованию, по котлам другие. Вот это памятник для Владивостока. Вот в Владивостоке там у них вот такой паровоз стоит. Ну, по фотографии сделал, доработал мадимиевский до нужного. Ну, я к тому, что вы тоже же меняете, наверное. У них же очень толстые поручни у всех этих Мадимио. Или мне это кажется не просто? совсем. На некоторых последних уже ажурненько идет. Уже там иногда открываешь коробку, они вывалились, потому что они из проволочки согнутые, тонюсенькие. Уже что-то положено, что-то недоделано, что-то в процессе. Вот она сеточка, вот он гипс, все перед вами как бы. Вот коллега следующий храм уже сделал. А сетка обычная, стальная, с... Маркетплейсов, да? Ну, она покупается с рулонами. У нас ее много надо, поэтому. Это лазерный станок, резать тонкие вещи из картона, например. Вот Толик он использует, у него опять что-то осталось. Вот этого, Он макетирует, от этого храма. получается, да? Он сам макетирует, сам печатает, и, соответственно, у него вот такого плана. И принтер у вас здесь тоже, да? принтер, Толик у себя печатает. Да, принтер у нас там стоит, это наш, а Толик он как бы отдельный, боевая единица. То есть что-то, ну, конечно, материал тут уходит тоже, Да. дай бог. И чего лично я побаиваюсь с точки зрения смолы, ее может повести. На вагонах у нас, к сожалению, есть такая это беда. фотополимерка, да. Да, это вот сам. Это Недосушенность просто. Нет? Нет. Она со временем. Она там 2-3 года, 4 отлично все выглядит, а потом вагон начинает так вот течь. То есть реально он и до этого тек, мы этого просто с вами не видели, а потом раз смотришь, а он кривой. А вот у нас продолжение, вторая сторона Красноярска, мы его видим с двух сторон. Здесь Слюдянка, это Байкал, то есть заливочка идет пока. Иногда приходится немножко корректировать макет. Здесь был интересный момент с этой частью, она была чуть-чуть короче. Но радиус поворота железной дороги был неподходящий для паровоза, поэтому ее немножечко увеличили, где-то приблизительно сантиметров на 30 мы сюда выехали еще. Но при этом, там обратите внимание, вот озеро сделано, дальше чуть-чуть, и река сделана уже тоже, да, вот с колесом. Вот. Пока подготовлено, не сделан основной слой с бурунами, да. Так, деревья разного качества. Там на переднем плане стараемся то, что позаметнее, а на заднем плане то, что для массовки. И вот такой у меня получился экскурс в святая святых подготовки огромной диорамы. Надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока.